Но более 95% потерь, ну или около 95% потерь на этой войне, это потери от артиллерии. Даже при штурмовых действиях основная масса потерь доставляет осколки мин, снарядов, воздействующие на атакующие подразделения. То есть это как была, так и осталась война артиллерии. Западные аналитики говорят, что украинская артиллерия стала намного точнее, и мы массово уничтожаем артиллерию противника, при том, что противник не может ответить тем же. А насколько это правда? Ну, скорее правда, это говорит пропорция потерь. То есть, несмотря на то, что мы ведем как бы атакующие действия, пропорция потерь, в том числе в технике, существенно в нашу пользу. Это говорит о том, что мы лучше в разведке целей, и у нас есть эффективные средства поражения. Как высокоточные, так и обычные. Ну и статистика говорит сама за себя. То есть есть не только подсчеты, которые дают там Генштабы там, и Коношенков, да, а есть независимые. Оникс показывает, что наша работа эффективнее. Ну, в первую очередь за счет того, что мы лучше контролируем поле боя и ближайшие тылы. Ну, западная артиллерия, во-первых, более дальнобойная. То есть одно артиллерийское орудие имеет больше радиус. То есть как по флангам можно работать, в отличие от советской артиллерии, так и в глубину. Поэтому цели, которые разведываются на достаточно большой глубине, как минимум несколько средств поражения есть, которые до них достают. И, естественно, тот, кто управляет огнем артиллерии, тот выбирает наиболее эффективный метод поражения и осуществляет это поражение. Точность, тут сложно сказать, но дальность совершенно точная. Плюс номенклатура боеприпасов. Высокоточные боеприпасы – это аргумент, против которого у российской армии нет. Можно ли сказать, что с начала наступления украинская артиллерия настолько уже сильно подавила точки противника, что противник стал меньше стрелять в нашу сторону? Ну, то, что меньше стрелять, это скорее работа по логистическим узлам. То есть работают наши хаймерсы, работают штормшедлы, работают наши беспилотная авиация оперативно-тактического уровня. То есть выбиваются склады, и я полагаю, что в первую очередь из-за этого возникают провалы в снабжении и существенно снижаются на определенных участках интенсивность огня противника. Но артиллерийские дуэли немножко отошли в прошлое. То есть классическая артиллерийская дуэль, там где вы видите противника, противник видит вас, и кто быстрее и точнее нанесет удар, тот и победил. Сейчас ситуация таких случаев, я, по крайней мере, в эту кампанию не помню. Вот 14-15 год таких эпизодов было немало. А сейчас работа на больших дистанциях высокоточным оружием. То есть, если выявляется артиллерия противника, мы находим средства, которыми ее поражаем и поражаем. То есть, не в момент, когда она стреляет, а в момент, когда мы ее выявили и нанесли превентивно удар. Какие сейчас основные цели для вашей артиллерии, которые вы командуете? Вот по кому в основном вы стреляете? Ну, весь спектр целей. То есть, если говорить там, о моем подразделении, у нас есть и с достаточно большим радиусом действия системы, и поменьше. То есть это и работа по переднему краю противника, то есть выбивание пехоты, и работа чуть поглубже, там, где бегают их машины снабжения, там МТЛБ, всякие БМП, снабжение возят. Вот. Ну и в глубине, там, где находится их артиллерия и склады, ближайшие склады к переднему краю. Все, что выявляем, практически сразу уничтожаем. Как вы можете оценить уровень своих артиллеристов, вообще артиллеристов ВСУ? Насколько сложно обучать и обучаться на западную артиллерию? И насколько сложно вообще вот было, и, может, вы видели на практике, переучать вот с советской школы до 152-го калибра вот уже на новую технику? Ну, смотрите, основная дисциплина, скажем, или объем знаний, который необходимо обладать, относится к управлению огнем. Непосредственно освоить какую-то систему западную, артиллерист, который работал на нашей советской, допустим, с 2 С3 на панцергаубицер, ну, займет буквально пару недель. Вот. А вот управление огнем, за эту войну
было уже несколько, скажем так, апдейтов этой системы. То есть как сейчас управляется огнем, совершенно не похоже на то, что было 1,5 года назад. И постоянно эта область улучшается. И я думаю, что противник в этом очень сильно отстал. У нас очень большое преимущество. У нас в эту войну влилось в армию большое количество людей, обладающих широким спектром знаний, в том числе в области IT. И при том, что это, как правило, рядовые или сержанты, они позволили вооруженным силам Украины сделать такой рывок в области управления огнем, что мы сделали реально качественный шаг вперед. По каким-то позициям, уверен, опередили и натовские системы. Это работает на уровне логистики, то есть условно какой-то есть менеджмент, да, который может правильно так скоординировать артиллерию, работы артиллерии, что качественно повышаются результаты. Да, это эффективнее идет работа с разведкой, сами средства разведки, то есть наш зоопарк беспилотных средств разведки такой, которого нет в мире. Плюс мир нам помогает еще своими системами. Мало того, эти данные необходимо систематизировать для того, чтобы командир принимал правильное решение, чем поражать какую выявленную цель. То есть мы их больше выявляем, мы их лучше поражаем. И время от обнаружения до поражения сейчас, я думаю, минимальное, ниже уже сложно представить. Существуют ли сейчас какие-то надежные способы защиты от ударов дронами по артиллерии? Да, вот в начале войны говорили про сетки какие-то, потом говорили, что это не помогает. А вообще возможно ли как-то защититься, чтобы обезопасить позицию, скажем, хотя бы вот от прилетов дронов или сбросов гранат? Но самый лучший способ защиты – это маскировка. То есть если вас не обнаружил противник, то он вас и не поразит ничем. Вот. Универсальных средств нет. Но можно сказать, что у каких-то подразделений потери в технике больше, у каких-то меньше, несмотря на то, что они стоят в принципе в одной зоне поражения. Кто-то эффективнее маскируется, кто-то нет. Ну, как бы у нас разные подразделения. Есть более эффективные, есть менее эффективные. Таблетки против ланцетов мы пока не придумали. То есть они летают, они вот сейчас могут здесь находиться. Но мы вряд ли привлечем внимание, они ищут большую технику. Но если не найдут, выберут любой джип там, или просто там 2 человек, стоящих где-то одиноко. Существует ли сейчас у вас, в частности, и вообще в нашей армии дефицит снарядов, тот, о котором говорили вот первую часть, да, полномасштабного вторжения? Смогли ли решить этот вопрос? И чувствуете ли вы дефицит снарядов у противника, вот по ощущениям, да, если он? Ну, если бы у нас был дефицит снарядов, мы бы и не наступали. То есть у нас их достаточно для того, чтобы эффективно уничтожать противника такими темпами, которые они сейчас уничтожаются. Другой вопрос, что, конечно, есть перекосы в номенклатуре. То есть вот очевидно, что минометных мин у нас значительно меньше, чем необходимо. Причем это значительно измеряется десятками раз. 10 раз меньше, чем должно быть. Но того, что есть в наличии, я имею в виду всей номенклатуры, от хаймерсов до тех же мин, достаточно для того, чтобы эффективно вести поражение противника. И это поражение неизбежно приведет в какие-то среднесрочные или даже краткосрочные перспективы к взлому фронта и к продвижению на какие-то существенные расстояния. Возможно, освобождение большей части наших оккупированных территорий. Как вы можете качественно оценить западную артиллерию, в частности, паладины, семерки, панцергаубицы, крабы, цезари? Действительно ли это уже современность, они современнее, чем вот советская или вот российская артиллерия, та, которая у них присутствует? Ну, конечно, она современнее. Она позже разработана. В ней применяются более современные системы управления огнем, которые позволяют ускорить время между обнаружением цели и ее поражением. По качеству, вы знаете, я такую вещь вам скажу. Я когда-то работал там с 2 разными дивизионами. Один стрелял просто как швейная машинка, клал по посадкам, другой не мог там в поле попасть, ну, то есть разбросом. Вот. И я спросил там у этого командира дивизиона, который попасть не мог, что там случилось, и у тебя семерки, и у них семерки. У них там как швейная машинка шьет, а у вас не получается. Я что-то начал рассказывать там про канадские стволы,
которые хуже американ, ну и прочую пургу. То есть на самом деле у нас действительно есть подразделения, которые очень эффективны. Просто вот смотришь и любуешься, как они работают. А есть, которым еще и очень много есть над чем работать. Хотя за эти 1,5 года войны, конечно, они стали лучше. Поэтому тут, знаете, по западной технике я вам скажу так. Западному производителю может повезти, а может не повезти. Если его техника попадет в хорошие руки, она покажет хороший результат. Если плохие, то это окажется самая плохая техника в вооруженных силах. Хотя, если их отдать в равные условия, может она и лучше на самом деле. Но на самом деле они все плюс-минус одного класса. 155 калибра, я имею в виду, то, что мы имеем, они все плюс-минус одного класса. Артиллерийской техники мы трофеили на самом деле в основном первый этап войны, когда россияне заходили на севере, там бросали технику, потому что там топлива не могли найти, или просто бросали, потому что машины подбили. Вот. И во время Харьковского наступления. Ну, скажем так, их техника новее. То есть у нас есть такие же образцы практически, да, то есть если взять гиацинты там самоходные, и у нас они есть, и у них они есть. Только нашим уже 300 лет в обед, и мы еще во времена Дебальцевского сражения там настреляли стволы так, что там состояние техническое их не очень. Да. А свежие, я имею в виду трофейные, они как бы новинки. Многие рекламировали панцергаубицу немецкую как лучшую гаубицу в мире. Также очень хвалят французские цезари, которые за 4 минуты могут выстрелить и уехать. Действительно ли это правда, что сейчас у них нет конкурентов? Ну, знаете, у нас сейчас огневые задачи такие своеобразные, да, то есть, как правило, это работа по выявленной цели, то есть это по зрячему. То есть вот так взять, выплюнуть там 10 снарядов там по площади, на этой войне я что-то не припомню вообще, чтобы мы выполняли такого рода задачи. Поэтому это преимущество, которое там позволяет там, какой-то квадрат накрыть, оно очень редко применяется. А насчет лучше-хуже, ну я вам скажу так, вот в условиях работы ланцетов, достаточно интенсивный по ближайшим тылам, уничтожить М3 семерки значительно сложнее, чем панцергаубица, потому что ее проще спрятать. То есть вероятность обнаружения в одной и той же зоне панцергаубицы и М3 семерки значительно в пользу 3 семерок. Поэтому, к примеру, если бы мне дали выбирать вот сейчас вот в этих условиях, в этом театре военных действий, я бы выбрал М3 семерки. Как качественно полномасштабное вторжение изменило украинскую артиллерию? Ну, знаете, украинская армия, я имею в виду вооруженные силы Украины, до 2013 года практически растеряли всю свою квалификацию, особенно в области артиллерии. Была уничтожена как класс артиллерийская разведка. Вот. Артиллерийские офицеры, уровень лучших был на уровне ниже среднего советской армии. И с 2014 года постепенно начало это все восстанавливаться. Да? Появились подразделения артиллерийской разведки, начала совершенствоваться система управления огнем. А в 2022 году в армию влилось огромное количество, я повторюсь, специалистов, которые на гражданке себя реализовали. И они свои знания в менеджменте, в IT применили в ВСУ. И мы сейчас имеем самые инновационные, наверное, в мире системы контроля поля боя, контроля ближайших тылов противника и системы управления огнем. Они, может быть, не вылизаны там до уровня там, конечного продукта, идет творческий процесс, причем в разных подразделениях придумывают что-то новое, потом обмениваются опытом, потом что-то тиражируется уже на все подразделения, что нашло применение которого показало серьезный результат. То есть на самом деле мы за эти 1,5 года сделали гигантский шаг в первую очередь в управлении огнем артиллерии. Там засунуть снаряд и дернуть за шнурок, там много ума не надо. Там 2 недели подготовки и расчет работает нормально. А вот система управления огнем, тут есть над чем работать, и мы сделали гигантский шаг вперед.